Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой теплый берет крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Вязать очень просто, быстро. Берем толстую нитку и вяжем буквально за один вечер. У меня этот берет связан на размер 55-56 сантиметров, но можно связать такой беретик на любой размер. В этом видео мы все подробно разберем шаг за шагом. Сначала провязываем ровную верхнюю часть, круг. Далее вяжем узор боковую часть. Также все разбираем. Потом нижнюю с убавками. И последний ряд это у нас будет околышек. Такое имитация резиночки. Беретик очень удобно сидит на голове. Если вам понравился такой беретик, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Вязать сегодня я буду из пряжи молодежная от Пехорки, креативная серия. Цвет я выбрала номер 579, светлый кофейный, очень приятный оттенок. Давайте посмотрим на состав. Это синтетическая нить, 91% акрила и 9% полиамид. Мотки большие, по 200 грамм. И в мотке 280 метров. Получается в 100 граммах 140 метров. Толщина нити. Пряжа очень приятная на ощупь, мягкая. И производитель заявляет, что нитка антипилинговая, то есть не скатывается. Не будет образовываться катышек. Но потом посмотрим в процессе носки, как поведет себя пряжа. Я вяжу из нее первый раз. Крючок буду использовать 5 миллиметров. Итак, делаем скользящую петлю. Обводим нитку вокруг двух пальчиков. Вставляем крючок под нижнюю. Захватываем рабочую нить. И провязываем 2 воздушные петли. Первая и вторая. Выполнили начальный полустолбик с накидом. Накид. И сюда же в скользящую петлю нам нужно провязать еще 7 полустолбиков с накидом. 3 петли на крючке. Закрываем за один прием. Выполнили полустолбик с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Итого 8 полустолбиков с накидом. Затягиваем колечко, за хвостик потянули, чтобы у нас в серединке было минимальное отверстие, потуже. Соединительные столбики мы провязывать не будем, будем вязать по спирали. Первый ряд у нас готов. Накид. И вот у нас цепочка из 2 воздушных. Вставляем крючок под эту цепочку, под первый полустолбик, и провязываем 2 полустолбика с накидом. Первый. В каждом ряду мы будем отмечать первый столбик, чтобы не промахнуться и не провязать лишнее. И сюда же второй. 2 полустолбика. Здесь у нас прибавочка. Накид. Все столбики мы будем провязывать не в вершину столбиков предыдущего ряда, а между 2 столбиков. Вот у нас второй и третий столбик. Вставляем крючок в промежуток и также провязываем 2 полустолбика с накидом. Первый накид и сюда же второй. За счет того, что мы провязываем не в вершину, а в промежуток, наш беретик будет теплее, поплотнее. Все-таки мы вяжем на зиму уже, теплый берет. 1, 2, 3, 4 столбика провязали, 2 прибавочки. Теперь между третьим и четвертым вставляем крючок. И также провязываем 2 полустолбика с накидом.
Первый, второй. Давайте довяжем этот ряд самостоятельно. Мы сделали 3 прибавки, еще 5 прибавок. Встретимся и начнем вязать вместе третий ряд. Я провязала 14 столбиков пока. И давайте посмотрим, куда мы провязываем последнюю прибавку. Вот у нас отмечен первый столбик второго ряда. Вот перед ним в промежуток между последним 8 столбиком и первым второго ряда также провязываем прибавку. 2 полустолбика. Итого у нас в ряду 16 полустолбиков с накидом. Каждый ряд у нас будет увеличиваться на 8 столбиков. В каждом ряду будем делать по 8 прибавок. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. Накид. Между первым и вторым столбиком второго ряда также провязываем полустолбик с накидом. 1. Отмечаем. Не забываем отмечать первый столбик. Это намного облегчает нашу работу. В следующий промежуток между вторым и третьим прибавка. 2 полустолбика. В следующий промежуток вяжем 1 полустолбик с накидом. Далее идет прибавка. 2 полустолбика. Так чередуем 1, 2, 1, 2. И у нас получится 16 плюс 8, 24 полустолбика в ряду. Вяжем самостоятельно третий ряд. Выполнили последнюю прибавку, и она у нас также приходится в промежуток перед первым отмеченным столбиком. 24 полустолбика у нас. Третий ряд готов. Вяжем четвертый ряд. Накид. Между первым и вторым столбиком провязываем 1 полустолбик. Далее в промежуток провязываем прибавку. Два полустолбика. Далее 1. И в следующий промежуток 1. В этом ряду мы будем делать прибавки через 2 столбика. 2 по 1 прибавка, 2 по 1 прибавка. Почему я начала с одного столбика, а не провязала сразу 2 столбика, а потом прибавка? Многие мастерицы, я знаю, вяжут в каждом ряду, прибавляют по одному столбику 1 прибавка, 1 прибавка, потом 2 прибавка, 2 прибавка, 3 прибавка, 3 прибавка. И поэтому получается как бы рубчик. Вот эти клинья будут выделяться. Но чтобы вот этот переход прибавок был незаметен, мы с вами будем делать так. Где у нас провязываем в рядах через четное количество столбиков, мы будем их делить. Вот один провязали, а второй из этой пары мы провяжем в конце ряда. Прибавка, а потом будет 1 столбик. Далее в следующем ряду мы будем делать прибавки через 3 столбика. Будем вязать в начале ряда 3 столбика, прибавка, 3 прибавка и так по кругу. А когда мы будем вязать ряд через 4 столбика прибавки, мы также провяжем в начале ряда 2 столбика, прибавка, 4 прибавка, 4 прибавка, а в конце провяжем 2 столбика. Далее будем вязать 5 прибавка, 5 прибавка, а когда будем вязать ряд через 6 столбиков, с каждым рядом же у нас увеличивается количество одиночных столбиков. Вот также шестерку мы поделим, провяжем 3, потом прибавка, 6 прибавка, 6 прибавка, а 3 последних провяжем в конце ряда. Вот так четно и будем делить пополам на начало ряда и конец ряда. А нечетные будем вязать сразу. 7 прибавка, 7 прибавка, там 9 прибавка, 9 прибавка, чтобы у нас не было вот этих рубчиков. А то такие прибавки будут очень заметны и получается как солнце такое с клиньями. Но если вам нравится делать прибавки в одном месте, тогда, пожалуйста, как вам удобнее. Итак, принцип провязывания круга я объяснила. В каждом ряду мы увеличиваем число столбиков одиночных. В каждом ряду мы делаем по 8 прибавок.
Так, вяжем круг до нужного диаметра, какой вы хотите. Беретик пышный, не очень пышный. Обычно это 25, но это маленький беретик, 26 сантиметров. Ну, кто-то любит попышнее, 29 сантиметров. Круг 30 сантиметров. Смотрите от своей плотности вязания, как у вас беретик ложится от пряжи выбранной. Давайте провяжем этот круг самостоятельно. Встретимся и продолжим вязать боковую часть беретика вместе. Итак, я провязала ровный круг. Все, этого диаметра мне достаточно. Посмотрите, какой он аккуратненький, ровненько ложится на поверхности. Диаметр его у меня получился 26 сантиметров. И между прибавками в последнем ряду я делала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 столбиков. Теперь, чтобы наш край круга был ровненьким, не было здесь вот такой ступеньки, давайте сделаем буквально 2-3 соединительных столбика. Крючок вставляем в вершину полустолбиков. Один соединительный. Второй. Все, он краешек сравнялся у нас ровненько, все аккуратненько. Так, теперь будем провязывать боковую часть беретика. Сейчас будем вывязывать узор несколько рядов, и в этом узоре у нас не будет уже прибавок. Все, это максимальный диаметр нашего берета. Итак, делаем 2 воздушные петли. Это столбик с накидом не до конца. Накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем пышный столбик не до конца. Вытянули, накид, вытянули, подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. 1 воздушная, замочек, накид. Сюда же, в этот столбик, куда мы провязывали пышный, провязываем столбик с накидом не до конца. Накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем пышный столбик не до конца. Вытянули, накид, вытянули. Если у вас ниточка потоньше, можно еще раз делать навив и делать пышный столбик с 3 накидами. Но у меня нитка толстенькая, поэтому мне достаточно и такой толщины пышного столбика. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. 1 воздушная, накид. В этот же столбик, куда вязали пышный, провязываем столбик с накидом не до конца. Накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем пышный. Вытянули, накид, вытянули. Подхватываем рабочую нить, закрываем все петли на крючке. 1 воздушная. Давайте еще столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, пропускаем, в следующий вяжем пышный столбик. Вытянули, вытянули. Так, рассвоилась ниточка вот у меня. Так, подхватываем рабочую нить и закрываем петли на крючке. 1 воздушная. Вот что у нас получается. Так, вяжем по кругу и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последний пышный столбик. И давайте его выполним вот в столбик, куда мы делали последний соединительный предыдущего ряда, в основании вот этой цепочки подъема. Так, 2 накид и закрываем. 1 воздушная после пышного столбика и соединяем вот сюда. Давайте вот или в вершину пышного столбика. Так,
крючок толстый, ну вот сюда. Так, соединим. Все. Первый ряд боковой части беретика у нас готов. Я закончила вязать плоский круг. У меня между прибавками было 13 столбиков плюс 2 столбика прибавки 15. 15 умножаем на 8, получается 120 столбиков по кругу у меня было. Но у вас это может быть свой размер, у всех разная плотность вязания. Пряжа, которой вяжем, также толщина отличается. Крючок. Может быть, у вас и 14 рядов, и 15 между прибавками в последнем ряду. Может быть, вы хотите не 26 диаметр сделать, а поуже или пошире, наоборот. Кто-то любит беретики попышнее, кто-то, наоборот, помельче. И значит 120 столбиков по кругу. И в этом ряду, вот первый ряд, без прибавок, значит, у меня 60 пышных столбиков. На всякий случай пересчитайте, чтобы все соответствовало, чтобы мы не ошиблись. Иначе потом, когда будем делать прибавки, будет какое-то несовпадение. Вот видите, уже беретик начинает заворачиваться, так как мы не делали прибавочек в этом ряду. Так. Вяжем второй ряд боковой части беретика. Воздушная петля подъема. И в этот столбик, куда делали соединение, провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. В следующую петлю столбик без накида. Так, в следующую петлю. Следующую. Итак, вяжем по кругу, в каждую петлю провязываем по столбику без накида, и этих столбиков должно быть такое же количество, какое было и в последнем ряду вот нашего круга, верхней части беретика. В моем случае это 120 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. Провязала 120 столбиков без накида и делаем соединительную петлю в первый столбик без накида. Второй ряд боковой части беретика готов. Вяжем третий ряд, и третий ряд у нас повторяет первый ряд, вот этот с пышными столбиками. Также делаем 2 воздушные петли подъема. Накид, пропускаем столбик и в следующий вяжем пышный столбик не до конца. Закрываем петли. 1 воздушная. В этот же столбик, куда провязывали пышный столбик, столбик с накидом не до конца. Накид, пропускаем столбик, в следующий пышный столбик вытянули. Вытянули, закрываем все петли. Так, 1 воздушная и снова столбик с накидом в этот же столбик, куда пышный столбик не до конца. Накид, пропускаем следующий пышный столбик. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда. 1 воздушная петля и доделываем последний элемент, столбик с накидом не до конца. И в основании начальной цепочки подъема также провязываем пышный столбик, закрываем, 1 воздушная петля и соединяем вершину пышного столбика. Вот так. Третий ряд у нас готов. Если вы не хотите очень пышный берет, можно уже остановиться. Какая ширина у нас получилась бортика? Давайте померяем. Вот 3 ряда, 2 пышных столбиков и 1 ряд столбиков без накида. Получается 3,5 сантиметра.
Я хочу немножечко пошире сделать, поэтому следующий ряд также провяжу столбиками без накида, как и второй ряд, и еще один ряд с пышными столбиками. Сейчас делаю 4 и 5 ряд. 4 ряд это столбики без накида, и 5 ряд столбики вот с пышными вот этого узора. Давайте провяжем еще 2 ряда самостоятельно и встретимся. Можно еще вязать не 2 ряда, там не 3 ряда, а 4 ряда пышных столбиков. Кому какой нравится беретик по объему. И опять же, пряжа у всех разная. У меня толстая пряжа, поэтому мне достаточно столько рядов. У кого-то ниточка потоньше, и чтобы достичь даже этой же ширины, нужно провязать большее количество рядов. Вяжем уже на свое усмотрение. Я сейчас провяжу еще 2 ряда. Ну вот, я провязала еще 2 ряда. Итого у меня 3 ряда с пышными столбиками. Это боковая часть беретика. Посмотрите, что получается. Он уже заворачивается вовнутрь. Такая чашечка получается. Так, сейчас начинаем делать убавки. Так как последний ряд верхней части я провязывала прибавки через 13 столбиков, также делаем и убавки. Вяжем 13 столбиков, убавка, 13 столбиков, убавка. Но я хочу сделать побыстрее, как бы закрыть его, чтобы он был немножечко поменьше размером. У меня 120 петель по кругу. И я разделю эти 120 петель не на 8 секторов, как мы делали в каждом круге по 8 прибавок. И буду делать не по 8 убавок в ряду, а разделю 120 петель на 10 секторов. Каждый сектор у меня будет состоять из 12 петель. Поэтому буду провязывать 10 полустолбиков, убавка, 10 полустолбиков, убавка. Но так как 10 опять же у нас делится на 2, поэтому я вначале провяжу 5 столбиков, убавка, а оставшиеся 5 я сделаю в конце ряда. Итак, 2 воздушные петли подъема, это начальный полустолбик, накид, и в следующий столбик без накида провязываем полустолбик с накидом. Это второй полустолбик, накид, далее третий полустолбик, четвертый, и пятый. Накид. Теперь нам нужно сделать убавку на следующих 2 столбиках, вот петлях. Итак, вставляем, вытянули, накид, в следующую вставляем, вытянули. 5 петель на крючке, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Вот такая убавочка. Далее идут 10 полустолбиков, в каждую петлю по одному полустолбику. Я вижу ту, конечно, это моя беда, но вот никак не могу перенастроиться и вязать послабее, тогда бы легче было работать. Так, 2, 3, 4. Вы смотрите также, через сколько столбиков вам лучше будет сделать убавки. Может быть, через 13, так же, как и делали прибавки. Так, сколько сделала? 4. Следующий 5. 6. Ну, прибавочки и убавочки все делаем равномерно, распределяем. 7. 8. 'Мне еще под камерой не очень удобно. 9.
последний 10 и далее будет убавка. Итак, вставляем крючок в следующую петлю, вытянули, накид, в следующую петлю, вытянули, протягиваем через все петли рабочую нить. Вторую убавку сделали. Так, вяжем по кругу. В конце ряда у нас будет 5 полустолбиков и делаем соединительную петлю в вершину начального полустолбика во вторую воздушную петлю подъема. Эти убавочки мы будем уже вязать не по спирали, а будем соединять и делать воздушные петли подъема. И в первом ряду убавок у нас получится, у меня получится 110 столбиков, потому что я буду делать 10 убавок, так как я разделила этот круг на 10 секторов. Все, продолжаем вязать по рисунку. Далее делаем 2 воздушные петли подъема, начальный столбик. 110 делим на 10 секторов, 11, значит делаем 9 столбиков, убавка, 9 столбиков, убавка. Провязываем по кругу, также соединяем в вершину начального полустолбика. И в следующем ряду у нас уже будет не 110, а 100 столбиков, так как мы сделаем еще 10 убавок. Далее мы делаем через 8, делаем 4, убавка, 8, убавка, 8, убавка, и в конце ряда также провязываем 4 полустолбика. Далее через 7, смотрим, до какого размера нам нужно уменьшить. Можно померить также на своей голове, как он сидит. Давайте довяжем вот эти убавки самостоятельно. Вяжем до нужного размера, чтобы обхват, длина круга у нас равнялась обхвату головы. Удобно сидел на голове беретик. И потом, может быть, еще один ряд провяжем, имитацию резиночки сделаем для красоты. Давайте провяжем несколько рядов самостоятельно и встретимся. Может быть, вы будете делать через 13, 12, 11, 10. Смотрите уже, как вам нужно быстро закрыть беретик до нужного размера. Какого объема хотите получить. Ну вот, я провязала последний ряд убавок. И между убавочками у меня получается по 5 столбиков. Вот убавка, 1, 2, 3, 4, 5, убавка, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И диаметр края вот так измеряю, сложила пополам и измеряем обхват беретика. Давайте померим вместе. Так. Вот 28 сантиметров, 56 сантиметров получается окружность. Так, все, это подходящий размер. Так, и теперь провяжем последний ряд околышек. Это у нас будет как имитация резинки. Итак, делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и вокруг следующего столбика заводим крючок спереди назад. Провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. В следующий столбик провязываем столбик с накидом обыкновенный. Вставляем крючок в вершину столбика. Накид. Вокруг следующего заводим крючок. Провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Также крючок спереди назад. Так, накид. В следующий столбик. Столбик с накидом обыкновенный. Я не провязываю изнаночные столбики рельефные, чтобы у нас изнаночная сторона была гладкой и на лбу не оставались потом полосочки, отпечатки от объемных столбиков. Так, накид. Вокруг следующего у меня это убавка. Также заводим крючок спереди назад. Вот. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. В следующий столбик вяжем столбик с накидом обыкновенный, накид, вокруг следующего вяжем рельефный лицевой. Так чередуем рельефный лицевой столбик с накидом обыкновенный. Вот что у нас получается.
Вот такая кромочка нашего беретика. Довязываем ряд до конца и делаем соединение в вершину начального столбика. Давайте доделаем этот ряд самостоятельно и встретимся. Итак, околышек готов. Все, сделали закрепку, спрятала хвостик, и осталось нам спрятать хвостик в середине макушечки. Хвостик, с которого мы начинали нашу работу. Потуже затянули петлю еще. Я взяла крючок немножечко потоньше. Так, вставляем. Давайте взвесим, сколько пряжи нам потребовалось на этот беретик. Так, 130 грамм. То есть одного мотка 200-граммового нам, конечно же, хватило на такой берет. Осталось чуть меньше полмотка. Вот такой замечательный беретик у нас с вами получился. Как видите, вязать его очень просто. Легко, все аккуратненько, ровненько. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой очаровательный теплый беретик крючком. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!